Сегодня я заставлю сражаться две державы друг с другом, и первая держава наша будет находиться вот здесь. Каждое поселение будет начинать с 2 человек, а вторая держава будет находиться вот здесь. У всех будут равные условия, все будут начинать с полного нуля. Я никому не буду давать ресурсы, никакие поблажки, то есть все будет идти чисто от самой игры. Первое поселение я назову, естественно, Украина. И второе поселение я назову Россия. Вот так вот и началась наша история. Так, в общем, давайте сейчас в мировых законах мы включим колонистов. Ну и в принципе все, давайте начинать. В Украине уже 5 человек, они построили себе костер, построили себе первый домик, начинают строить второй. В России у нас здесь построено уже 3 домика. Тут главное, кто как начнет развиваться, кто как правильно захватит территории. В общем, от этого будет зависеть весь исход битвы. Поэтому здесь Украина у нас основала уже второе поселение. Россия также у нас основывает второе поселение. Давайте сейчас поменяем цвета. Украину мы перекрасим вот в такой вот цвет. И Россию давайте мы перекрасим в белый цвет. Все. Как видим, в России у нас уже 126 человек. На Украине уже 92 человека. 93, 97, 98, 100. О май гад. Уже 3 поселения. Смотрите, как они уже хорошо здесь развились. В принципе, Россия уже начинает лидировать, но не с большим отрывом. Так, давайте сейчас Россию перекрасим немножко в другой цвет. Более такой голубовато-серый. Что-то типа того. Только что 4 поселения основала Украина и 2 поселения основала Россия. Ага. Украина уже почти захватила все свои современные территории. Осталось лишь захватить вот эту вот территорию. И в принципе все. Я кое-что забыл. Давайте вот тут мы сейчас вот так вот проложим тропинку. Все. Тут у нас написано Russia, Ukraine War. Здесь у нас написано Black Sea. Здесь у нас Азов. Угу. Ну в принципе топ. Украина даже зашла немного далеко. Но я считаю, что это не очень хорошая стратегия. По армии у нас почти что все одинаково, по населению то же самое. Как видим, Россия уже начинает строить вот такое вот здание. Начинается уже промышленный переворот. Первое главное здание, второе главное здание уже начинают обустраивать. В принципе, у России все не так уж и плохо. В Украине у нас тут пока что никто ничего не строит. Пока что никакого процветания у нас в плане промышленности еще нету. Украинцы вышли, оторвались вперед от русских на 6 левелов. Если посмотреть сюда, то в основном Украина тратит свои знания на изучение военного дела. А в России у нас идет упор в основном, ну, в принципе, то же самое, кстати, почти одинаково. Украина захватила вот этот клочок земли. Каким образом? Как они умудрились отсюда перебраться вот сюда? Я вообще не понимаю. Украина, кстати, догнала уже Россию, даже чуть-чуть ее превысила по численности армии и по численности людей, и по численности поселений, и по численности домиков, и по... Не, по территориям все-таки она еще не догнала. На самом деле, Украина сейчас захватывает хорошие земли, то есть, если она сейчас захватит эту землю, то уже России будет намного сложнее сюда пробраться, и вот этот вот огромный клочок земли уже достанется Украине, вы понимаете? Ну, это вообще, это будет... Последние клочки земли были захвачены, поэтому, я думаю, можно уже включать дипломатию. И вот, королевство Украина объявило войну России, и теперь у нас начинается война. Посмотрите, что происходит, сколько армий сейчас будут направляться вот в эту зону, в эту территорию. Также хочу сказать вам, кто успеет первый захватить столицу, допустим, в России, если эта столица будет захвачена, то побеждает Украина. Если Россия захватывает эту столицу, то побеждает, конечно же, Россия. Поэтому, кто первый захватит столицу, тот и победил. Let's go. Начинаются массовые бойни, начинаются массовые мародерства, убийства, войны. Просто посмотрите, что здесь происходит. С севера и северо-востока наступает огромная армия России. Ну и также аналогично с юга и с юго-запада наступает армия Украины. Кто сейчас как правильно распорядится армией, тот и победит. Вот Россия немного неправильно распорядилась своей армией, потому что вся основная армия находится у нас вот здесь. Поэтому это не очень хорошо, как бы. Потому что сейчас на западе огромная армия Украины сейчас дойдет до столицы и захватит. А как сказано по нашим правилам, кто первый захватывает столицу, тот и выигрывает. Украина у нас начинает продвигаться на север, ближе к столице, а Россия начинает продвигаться у нас ближе к юго-западу. Что-то я не понял, а где армия России? Где она вся армия? Чуть не понял. Походу она все рипнулась. Почему она зашла в центр? Тем самым сейчас Украина будет ее просто окружать. Как видим, армия Украины уже превышает 1600 человек, а армия России 1000. Смотрите, если Россия сейчас потеряет вот эти вот войска, то считайте все, она проиграет, потому что, ну, это основные ее войска. Да, но все-таки они свое войско основное просрали, и теперь их успешно уничтожат. И столица России будет захвачена. Все, ребят, это GG. А вообще, в любом случае, победила дружба. Ну и по традиции все заканчивается лишь одним. Ну и вообще, это всего лишь игра, это всего лишь пиксели, всего лишь строчки кода. Поэтому, ребят, желаю вам хорошего настроения, всем добра и позитива. С вами, как всегда, был Сирбикс. Всем удачи и всем...